Ранним утром 6 июня в Херсонской области Украины была разрушена плотина Каховской ГЭС. Это крупнейшая техногенная и экологическая катастрофа в украинской истории со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В зоне бедствия оказались десятки тысяч человек. Началась эвакуация. По сети разошлись сюрреалистические кадры. Площадь перед Дворцом культуры в городе Новая Каховка превратилась в водоем, по которому плавают лебеди. На момент записи видео нет никаких сведений о погибших и раненых. Нет информации о числе пострадавших. Катастрофа эта не немедленная. Она будет развиваться долгие часы. И мы понимаем, что тысячи, а возможно десятки тысяч мирных граждан лишатся крыши над головой и имущества. По информации благотворительной организации U-Animals, утонули все звери Новокаховского зоопарка, кроме водоплавающих, той самой пары лебедей. Мы рассмотрим разные версии причин катастрофы. Однако важно повторить простую истину. Каждая техногенная авария, произошедшая на территории Украины за последние 15 месяцев, будь то разрушение плотины Каховской ГЭС, прорыв дамбы на реке Ирпень, выбросы аммиака с поврежденных промышленных предприятий, все это прямое следствие войны, развязанной Путиным 24 февраля 2022 года. Нас ждет еще множество расследований, не только по факту убийства граждан Украины и разрушения украинских городов и сел, но и по поводу затопления обширных территорий, загрязнения воздуха и почвы. Каждое расследование может выявить специфичные детали. Но любой справедливый суд установит причинно-следственную связь между вторжением российской армии в Украину и нанесенным уроном. Согласно постановлению правительства России, которое вышло аккурат неделю назад, техническое расследование аварии на гидротехнических сооружениях в оккупированных областях Украины в принципе не проводится. То есть изучать причины прорыва плотины российская сторона заведомо отказывается, что не помешало Следственному комитету России возбудить уголовное дело, а пропагандистам всех типов уже назначить виновных. На момент записи видео есть некоторые экспертные комментарии о том, что плотина разрушилась под напором воды, что ключевую роль сыграли прошлогодние повреждения, а сейчас уже сама природа сделала свое. Плотина действительно подвергалась обстрелам и другому огневому воздействию. Вот характерный пример, попавший на видео. Однако мы рассмотрим все возможные версии, вернее, две версии происшествия на Каховской ГЭС, каждая из которых делится на два варианта. Первая версия. Плотину гидроэлектростанции подорвали российские силы, которые в данный момент контролируют всю территорию Херсонской области к востоку от реки Днепр. Плотина находилась под контролем российских сил. Что говорит в пользу этой версии? Сейчас российская армия, ранее отступившая из Херсона и со всего западного берега, стоит на восточном берегу в обороне. Именно для обороняющейся страны естественно минировать плотины и мосты, чтобы подорвать их в случае приближения неприятеля. Собственно, плотина в Новой Каховке – это одновременно и мост через реку тоже. В общем, было бы странно, если бы российские войска ее не заминировали. А постановление правительства как раз избавляет войска от ответственности. Формально никакой войны нет, а минеры на территории, которая провозглашена российской, закладывают взрывчатку в гражданский объект. И полной решимости привести ее в действие есть. Если таки приведут, можно и расследование не проводить. Все нормально. Искусственное затопление территории – распространенный прием именно для отступающей страны. Это способ замедлить продвижение противника. Превратить местность в непроходимые болота. Хотя бы на время. Такую тактику, к примеру, использовали Нидерланды, открывая шлюзы перед наступающей армией. А в одном из наших документальных фильмов о Второй мировой войне мы рассказывали, как при отступлении в 1941 году была подорвана Днепровская ГЭС. С другой стороны, за минувшие сутки не сообщалось о каких-то значительных наступательных действиях ВСУ именно в Херсонской области. 6 июня в 0 часов 15 минут со срочным брифингом вдруг выступил Игорь Коношенков. Он сообщил о попытке прорыва ВСУ на так называемом Времевском выступе. Сам этот выступ находится весьма далеко от Каховской ГЭС, на стыке трех областей Украины – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Однако внезапное явление Коношенкова теоретически могло создать нервозную обстановку на всем протяжении российско-украинского фронта. Российские войска находятся в томительном ожидании украинского наступления, и никто не знает, где будет первый и где будет главный удар. И каждый ждет, что под катком наступления окажется именно он. Мы уже видели примеры преждевременной паники в провоенной среде.
когда на самом деле Украина еще и ничего не начинала. Моральное состояние российской армии крайне подавленное и неустойчивое. Вот только-только удалось взять Бахмут, а это единственный успех российских сил за многие месяцы боев, с их точки зрения успех. Так вот, только-только вроде удалось, как выходит Денис Пушилин и сообщает: ситуация на флангах Бахмута-Артемовска очень тяжелая. Одновременно ЧВК «Вагнер» берет в плен целого подполковника, и не украинского, а российского. А диверсионно-разведывательные группы хозяйничают на законной российской территории. И все это вскоре после ударов по Москве. В самых разных воспоминаниях о Второй мировой войне прослеживается сквозной сюжет, когда в войсках разброта шатания многим командирам на местах начинают мерещиться вражеские десанты, как парашютные, так и водные. Могло ли что-то померещиться российским войскам, стоящим у Каховской ГЭС? Могли ли они подорвать плотину с перепугу? С одной стороны, предположение это голословное. Фактами сейчас оно не подтверждается. Но с другой стороны, есть исторические прецеденты и понятная логика за такой версией. У версии, что плотина подорвана российской стороной, есть и другой вариант. Наблюдая за действиями российских командиров, армейских, вагнеровских, кадыровских и так далее, нетрудно заметить, что они давно уже не работают на общий результат. Ведь у них давно и нет никакой объединяющей цели. У каждого осталась индивидуальная задача – снять с себя ответственность. Снять ответственность за будущие провалы. И переложить ее на кого-то другого или на обстоятельства непреодолимой силы. Мы понятия не имеем, насколько прочные оборонительные укрепления удалось возвести российской армии на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Неизвестно, как высшие офицеры оценивают возможность своих войск удерживать эти рубежи силами солдат, которые не понимают, что они вообще тут делают, которые явно не проявят массового героизма, обороняясь на чужой земле в чужой стране. В теории российское командование могло затопить свои же оборонительные позиции на Херсонщине, чтобы иметь легальное обоснование для отступления, якобы в силу внешних обстоятельств. И затем все свои неудачи списывать на то, что пришлось оставить хорошо оборудованные рубежи. Мы, мол, добросовестно и долго их возводили по всем правилам военной науки. Мы отбили бы там все украинские атаки, но перед наступающей водой мы оказались бессильны. Чего ж вы теперь от нас хотите? Другую такую линию обороны мы возвести уже не успеем. Но та, которую затопило, была очень хороша, честное слово. Понятно, что это спекуляции, нет фактов, подтверждающих эти версии. Но пока не прошло достаточно времени и нету каких-то понятных расследований, придется оперировать такими вот соображениями. Вторая версия состоит в том, что плотина Каховской ГЭС разрушилась в результате действий украинской армии. Здесь тоже есть два варианта. Вариант первый. ВСУ намеренно уничтожили плотину. Комментировать такой вариант очень сложно. Тут нужна настоящая экспертиза, кому именно подтопление территории создает больше проблем, наступающим или обороняющимся. Ведь очевидно, что сложности возникают у обеих сторон. В теории именно российская армия может потерпеть больший ущерб, поскольку восточный берег Днепра ниже, чем западный. Второй вариант – прорыв плотины следствие продолжительного огневого воздействия на сооружение. Мы уже упомянули, что плотина Каховской ГЭС – это одновременно и мост через Днепр тоже. Пока российские войска стояли в Херсоне и на западном берегу реки, все снабжение российской армии на западный берег Херсонщины шло лишь по 3 мостам. Каховская плотина была одним из путей снабжения и подвергалась ракетно-артиллерийским ударам со стороны ВСУ. Значит, причиной разрушения могли стать все прошлогодние обстрелы в совокупности. Это вполне вероятная версия. В какой бы момент времени ни прорвало плотину, мы бы наверняка обнаружили какие-то совпадения по времени. Поэтому совпадения, озвученные в начале, могут объяснять все, а могут не объяснять и ничего. Опять же, это спекуляция. Впрочем, на столе лежит еще одна версия, и, насколько сейчас можно видеть, эксперты склоняются глобально к ней. Гидроэлектростанция – это сложное инженерное сооружение, требующее грамотного обслуживания. Существует версия, что плотина рухнула в результате отсутствия контроля над уровнем воды в водохранилище, грамотного и своевременного водосброса. То есть плотину буквально порвало, она не смогла удерживать скопившийся уровень воды. Таким образом, плотина рухнула в результате войны, в результате отсутствия должного контроля за инфраструктурой со стороны оккупационной администрации, но не в результате боевых действий. Чтобы конкретно не послужило непосредственным спусковым крючком для катастрофы, нельзя, погружаясь в детали, отвлекаться от главного. С самого момента, как спецоперация пошла не по плану,
Российская пропаганда постоянно предлагает своему зрителю какой-нибудь наркоз. К примеру, у некоторых пропагандистов в разрушении украинских городов до сих пор виноваты ВСУ, которые посмели эти самые города оборонять. Даже у меня в комментариях встречаются люди, которые на полном серьезе пишут: вот если бы украинцы вышли сражаться в чистое поле, так и города бы тогда были целы. А так сами виноваты. Видимо, у таких комментаторов и у спикеров, которых они слушают, представление о большой войне как о конфликте в питейном заведении, где настоящие мужики, прежде чем расчехлить кулаки, говорят друг другу «пойдем выйдем». Интересно, считают ли они Красную армию виновной в полном разрушении Сталинграда? В Сталинградской области же было множество степей, а красноармейцы, ишь какие, решили прикрываться жилыми домами. Панцерваффе и Люфтваффе были бы и сами страшно рады, если бы Василий Чуйков вывел свои войска в степь. А он, негодяй такой, значит, превратил город в крепость, не позаботившись о комфорте немецких гостей. Буквально каждый раз, когда российская ракета влетает в жилую многоэтажку, у многих российских пропагандистов виновным оказываются украинские ПВО. Есть, конечно, немало, если можно так сказать, честных служителей пропаганды, вроде Сергея Мардана. Тот не юлит и говорит на Соловьев Лайв прямо: «Да, мы вдарили по жилому дому, это круто». Но не все такие искренние негодяи, как он. Раз за разом его коллеги рассказывают, как российская крылатая ракета летела себе по своим делам, а злобные украинские зенитчики ее, значит, сбили с курса, и из-за них она упала на жилой дом. Если следовать этой логике, то 80 лет назад, видимо, надо было кричать защитникам неба Москвы и Ленинграда: «Что ж вы делаете, гады? Не стреляйте по немецкому самолету, он же может упасть на жилой дом». Уже в момент записи ролика появилась масса публикаций о том, что в прорыве на Каховский ГЭС виноваты, конечно же, украинцы. С 24 февраля 2022 года украинцы для пропагандистов виноваты вообще во всем. Особенно впечатляет, с каким цинизмом российский официоз выдает прямые последствия войны за ее причины. Особенно в тех случаях, когда выясняется, что в ходе полномасштабной войны, развязанной Владимиром Путиным, украинцы защищают свою землю, видите ли, не в белых перчатках. На момент записи этого видео совершенно непонятно, из-за чего конкретно разрушилась плотина. Возможно, ее уничтожили российские войска или с большого перепугу, или чтобы получить уважительную причину не оборонять плохо подготовленные рубежи, или чтобы, попытаться задержать украинских наступающих солдат. Возможно, плотина разрушилась в результате действий ВСУ. Это мог быть, в частности, кумулятивный эффект от всех ударов по плотине в прошлом году, когда она была ключевой транспортной артерией для российской группировки на Херсонщине. Все эти штрихи важны, но не меняют общей картины. Главная причина катастрофы – сама война. В прошлый раз, на прошлой войне, когда взрывали другую ГЭС на Днепре, тогда даже разных версий не было. Да, это сделала обороняющая сторона, но вина лежала на оккупантах. Возмещать ущерб от разрушения плотины придется в будущем нашей стране, как и ущерб от повреждения электростанций, которые российская армия атаковала крылатыми ракетами и шахидами, даже не скрывая своих намерений. Мосты, плотины, электростанции, промышленные комбинаты и целые города – это результат десятилетий колоссального труда предыдущих поколений, которые восстанавливали Украину после нацистского нашествия. Дело рук миллионов рабочих, строителей, инженеров, ученых и архитекторов. Все это сейчас гибнет по воле одного человека, который ничего тяжелее чемодана в руках не держал. А оплачивать восстановление будут будущие поколения российских граждан. В результате разрушения плотины десятки тысяч людей потеряют свои дома и имущество, возможно, будут погибшие. Это следствие бессмысленного и безумного путинского вторжения в Украину. Не так важно, почему в этом конкретном случае произошло разрушение. Важно, что никто никуда бы в этих местах еще 100 лет не стрелял бы, если бы Путин, непонятно зачем, не отправил бы туда российские танки. Я очень надеюсь, что спасательная операция, которая сейчас проходит в районе катастрофы, позволит спасти жизни людей, чьи дома были затоплены. Давайте надеяться, что завтра утром мы проснемся и узнаем, что произошло чудо, и никто сегодня не утонул. К сожалению, надежды на это мало. До завтра.